Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим мочекаменную болезнь кошек. Мочекаменная болезнь у кошек – это достаточно серьезное и опасное заболевание. И если вовремя его не выявить и не начать лечение, то летальный исход неизбежен. Данное заболевание характеризуется наличием песка и камней в органах мочеполовой системы, почках, мочевом пузыре. Наверное, это одно из самых распространенных заболеваний у котов. Согласно статистике, около 15% кошек страдают этим заболеванием. Причем этим заболеванием в равной степени болеют как коты, так и кошки. Просто у кошек в силу анатомических особенностей мочевыводящих путей это заболевание не сразу проявляется симптоматически, а очень длительное время протекает без каких-либо клинических признаков. Мочекаменная болезнь у котов связана с возникновением в организме нарушений обмена веществ, которые вызывают образование солевых отложений и, как следствие, камней. Когда камни достигают достаточно большого размера, то закупоривает мочеиспускательный канал. При несвоевременной диагностике данного заболевания может наступить смерть животного. Коты переносят мочекаменную болезнь намного труднее, нежели кошки. Это связано с тем, что у них несколько раз уретра уже, и она не прямая, а S-образной формы в виде доллара. Поэтому камень даже небольшого размера может закупорить мочевыводящие каналы. У кошек уретра широкая, прямая и короткая. Поэтому на начальной стадии заметить признаки появившейся мочекаменной болезни у них практически невозможно. У самцов даже мелкие песчинки забывают уретру, вызывая клиническое проявление болезни. А у самок эти песчинки проходят свободно, что создает иллюзию здоровья. Из-за этого владельцы кошек могут обратиться к ветеринарному специалисту очень поздно. Развивается мочекаменная болезнь постепенно. Данное заболевание возникает не за месяц-два, а развивается на протяжении нескольких лет. На возникновение мочекаменной болезни влияет много факторов, таких как недостаточное количество воды и вообще некачественная вода, некачественное и несбалансированное питание животного, наследственная предрасположенность, а также нарушения, связанные с работой пищеварительного тракта. Еще к мочекаменной болезни предрасположены малоподвижные, ожиревшие и кастрированные животные, что в принципе взаимосвязано. Кастраты склонны к полноте, так как надо же чем-то заполнить время, которое их некастрированные собратья проводят на свиданиях. А чем же занять еще свое время, если не чревоугодием и долгим сном? Некастрированные коты мочекаменной болезнью болеют значительно реже. Но уж если они и болеют, то протекает это очень тяжело. Основные признаки мочекаменной болезни следующие. Животное становится беспокойным, наблюдается ухудшение аппетита, частое мочеиспускание. Животные более часто вылизывают половые органы. Также наблюдается недержание мочи, крики во время похода в туалет. И если вы заметили какие-то самые первые симптомы мочекаменной болезни, например, питомец не успевает добегать до лотка или издает жалобные крики во время мочеиспускания, срочно обратитесь в ветклинику за консультацией. Когда заболевание переходит в уже более серьезную стадию, можно наблюдать явные признаки мочекаменной болезни, кровь и ухудшение цвета мочи. В принципе, на последней стадии развития данного заболевания, чтобы распознать болезнь, уже даже не надо быть и ветврачом. Но это уже надо быть полностью слепым, чтобы довести животное до такого состояния. Это уже может быть слишком поздно. Для установки точного и раннего диагноза необходимо сделать анализы мочи и крови, а также сделать УЗИ. Эти исследования позволят определить, насколько соответствуют возникшие симптомы данному заболеванию и поставить окончательный диагноз для назначения продуктивного метода лечения. Профилактическое действие заключается в том, чтобы максимально избежать или ослабить действие тех факторов, которые вызывают болезнь. Я их озвучил выше. Понятно, что генетическую предрасположенность не удастся исправить, но все остальное в ваших силах. Надо, чтобы у животного всегда была свежая качественная вода и в достаточном количестве, следить, чтобы животное не набирало лишний вес, обеспечить сбалансированное питание, в том числе и наличие всех необходимых витаминов, макро- и микроэлементов. И самое главное, надо побольше выгуливать животное. Если резюмировать, то все это сводится к тому, что для успешной профилактики мочекаменной болезни надо-то всего ничего. Хорошее сбалансированное питание, качественная вода в достаточном количестве и максимум активности животного. Причем
профилактика должна проводиться буквально с первого дня нахождения питомца в вашем доме. Ну и, конечно же, надо обеспечить своевременную диагностику данного заболевания. Вложите немножко времени и денег в диагностику, и вы сэкономите всего на порядок больше в совсем недалеком будущем. Лечение болезни стоит очень дорого, не всегда эффективно, требует колоссального количества времени, терпения, ну и достаточно много денег, конечно же. Я бы рекомендовал делать диагностику минимум один раз в год, если нет видимых причин на это. А если есть, то тогда делайте это один раз в полгода. Да, сейчас у котов очень много шансов заболеть мочекаменной болезнью. И процент заболеваемости мочекаменной болезнью увеличивается, к сожалению. Но уровень диагностики сейчас такой, что лет 20 назад ведь врачи даже и мечтать не могли об этом. Поэтому начало заболевания можно вовремя обнаружить и в дальнейшем проводить уже более правильно скорректированное кормление и лечение, если нужно. И еще раз акцентирую ваше внимание, что сбалансированное питание, качественная вода и максимум физической активности – это самый надежный щит от возникновения мочекаменной болезни кошек. Хотя все вышеперечисленное – это надежный щит не только от данного заболевания, а и от многих других болезней. И не только у кошек. А пока всего вам доброго. Здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!